Так, ну вот сарайчик 6 на 3 уже с кровлей. Это самая такая трудоемкая часть. Осталось его обшить, пол там все сделать. Ну, дальше будет видео, как я его строил, ну, вернее, этапы строительства. Приятного просмотра, ну и прошу воздержаться от оскорбительных комментариев. Так, всем доброго. Значит, решил я начать очередной большой проект. Ну, такой он большой относительно, но тем не менее. Значит, надо мне построить сарай. Размер у него 3 на 6 метра. Такого каркасного типа будет и с двускатной крышей, ну, чтобы вала долго не мять. Пошли сразу. Значит, чего как. Ну, снимаю я, видите, уже с основания. Оно еще не сколочено, не промазано, даже оголовки не приварены. Ну вот уже с этого момента. До этого, соответственно, я там сверлил лунки, устанавливал сваи, заливал там раствором, ставил оголовки. Ну, в общем, вчера выпиливал. В общем, вот с этого момента начинаем. Значит, сваи у нас 57-е. Сваи, ну, трубы, в общем, трубы под сваи. 57-е. Ну, сарайчик у нас такой эконом-вариант. Вообще, конечно, потом я что-то уже подумал, что надо было сдавить жабу, делать на 76-х. Но оно и так будет нормально. Ничего с ним не сделается. Значит, трубы вот у нас 57-е. И у нас же эконом. Я использовал трубы от старого навеса, который рухнул. Такие получше. Набрал 60-е. Ну, вот с ними проблема. Они... Вот это 60-я труба, обрезок. Они не лезут в оголовки. 57-е. Видите, как там в анекдоте было. Батька, не лезе. Да, и в крынку тоже не лезе. Вот. Чтобы этот вопрос исправить, значит, ну, мне пришлось изобретать, как обычно. Ну, а куда деваться. Короче, изобрел я, ну, изготовил вот такой вот инструмент. Я думаю, что, ну, у многих есть, кто такими вещами занимался. Что я делал? Ну, вот головки здесь пропиливал, ну, оставлял, естественно, сколько-то металла. И потом вот так вот его разгинал. То есть сжимал в тиски пластину головка. Разжимал до момента, когда он, соответственно, нормально у него вставляется. Потом обратно обстукивал молотком, обжимал таким образом, ну и обваривал. И вот таких вот 5 штук. Ну, тут просто, как сказать, как нюанс. Значит, сваи загублены на 1,20 м по такой вот технологии. Значит, там 1,20 м, потом я брал такой маленький мешочек, ну, из нетканки, там, как это, геотекстиль, туда щебня, и он туда опускался вниз, чтобы он не рассыпался, щебень, и потом трамбовался. Он когда трамбует, сразу прям по звуку трамбовалку слышно. Специально даже себе трамбовалку сделал. Вот, значит, трамбовался, потом, соответственно, вставлялась труба. Да, и на конце трубы, ну, так вот я для примера, ну, не совсем на конце, а так ближе к концу, ну, примерно вот такой вот обрезок, сколько там, 8-10 сантиметров арматуры приварено вдоль. Ну, на всякий случай, это я подглядел у других мастеров, и мне вот это понравилась штука. Вот, ну и все, потом примерно на 30 сантиметров это заливалось бетоном. С бетоном я, ну, немножко не то что намучился, но, в общем, две кадушки, как два корыта я испортил, этих пластиковых. В общем, я, конечно,
сделал выводы, что все это херобора. И я вообще, конечно, от себя рекомендую завести вот такие вот бидоны. Это я от старого хозяина остался. Сколько там, по-моему, литров 40, что ли, в нем. Он такой помятенький, но этот еще, как говорится, послужит. Они на Авито продаются, стоят они недорого, но для бетона, вот для небольших объемов, самое то. Потому что вот эти вот пластик, ну, просто разламывается тут же. Раствор еще можно мешать, а бетон нет. Щебень их выносит на раз-два. Ну и вот, собственно, вот простая такая технология. Выровниваю диагонали, в общем, все. Делал все один. Я вообще планирую, так вот, по большому счету, делать все, большинство работ одному. Так, ладно, дальше. Ну все, потом выровнял по уже вертикали. Здесь уклон, вот видите. То есть какие вот с южной стороны, это южная сторона, какая там практически на земле стоит. Здесь уклон. Вот, выровнял, поставил головки. Вчера вот занимался выпиливанием бруса. Брус у меня будет 100 на 100. Да, всего точек опор 15. То есть по 5 штук на длинную сторону. Лаги здесь я планирую на опоры бруса. Ничего не буду изобретать, ничего не буду впиливать. По простому так варианту все пойдет. Это эконом-вариант, ребят. Все, ну дальше у меня сегодня по плану, значит, сейчас надо будет выровнять оголовки. Видите, они немножко кривенько. Вот, выровнять, приварить сейчас их будет, и потом буду промазывать отработкой и прикручивать брус к головкам и сколачивать его между собой. Это вот такой план на сегодня. Так, ну что, продолжаем. Значит, прикрутил я основание, приварил оголовки и лаги тоже прикрутил с помощью опор для бруса. А потом эти опоры наверху подрезал заподлицом с лагами и балками основания. Ну, в общем, вот, да, и все это промазал отработкой. Значит, вот так это все сейчас выглядит. Расстояние между лагами примерно, ну, меньше полметра, где-то примерно 45 сантиметров. Да, основание, значит, к оголовкам я прикручивал вот такими вот шурупами, шестигранной головкой с предварительным засверливанием сверлом. Да, это 8-й шуруп D8. Вот, значит, засверливал сверлом 5,5. И потом, ну, там вроде как типа резьбы нарезал. Очень пригодился, в общем-то, гайковерт. Ну, так что вот так. Все, дальше уже надо начинать монтировать стойки. Так, продолжаем. Значит, смонтировал я угловые стойки. Стойки у нас из бруса, тоже как основание 100 на 100. Решил я вот так делать. Значит, там на стойках уже выпилены, видите, ну, как сказать, пазы под среднюю и верхнюю обвязку. Верхняя обвязка, она же будет, как это называется, малойлрад. В общем, все делал один. Ну и вообще все дальше, я думаю, планирую дальше, наверное, все буду делать один. Вот. Ничего сложного нет. Фиксировал я все это гвоздями. Пока потом саморезами. Как поставлю укосины. И вот такие импровизированные укосины. Все выставил по уровню. Дальше сейчас будем монтировать обвязки. И потом к ним монтировать эти средние стойки. Сейчас их бессмысленно ставить. Вот, а я сразу их уже, это будут такие прислоненные стойки. И остальные стойки все тоже будут прислоненные. Ну, сейчас дальше, кажется, будем показывать.
Так, ну, продолжаем. Значит, ну вот основной каркас, в первой очереди так назовем, я собрал. Значит, сейчас я дам некоторые пояснения. Значит, стойки, как я уже говорил, брус основные и средние. Остальные стойки будут из старых досок 50 на 100. Подставные уже. Опорные, ну вот, средние тоже подставные по сути. И там вот видно, сейчас я подойду. Вот видите, эти распорки. Значит, почему я говорю, что это эконом-вариант? Ну, одна из причин. Значит, высота габаритная сейчас. Вот так вот. Габаритная высота стойки 2 метра. То есть расчет был такой, ну, как вы понимаете, да, жлобский. Чтобы из одного бруса 3 стойки напилить, чтобы не было обрезков. Но из этого получается неприятное следствие. Сейчас. Не даже я не дотягиваюсь. Значит, вот смотрите-ка, высота опоры, ну, как это, малораты, балки. Здесь вот получается до основания 190. А у меня рост 192. Короче говоря, чтобы потом башкой не биться, то что еще же будет пол, то есть в эти какие-то, как их назвать, ну, подстропильные эти балки. Я придумал их просто не делать. То есть это будет двускатная крыша с распорками, которые будут чуть повыше. То есть вот такой план. Поэтому зачем нужны вот эти стойки, чтобы иначе она, так сказать, будет сложена немножко. А так она и распирает. Они будут стоять до момента монтажа стропильной системы. Потом я их уберу. Значит, средняя обвязка из доски 25 на 150. Ну, это просто экономия, конечно. Наверное, лучше бы 40 на 100 сделать. Наверное. Но я хочу сказать, что вот так оно может быть даже и не хуже. Значит, ну, верхняя, я говорю, уже 50 на 100. Ну, и как-то вот оно вот пока вот так. Еще будут промежуточные стойки. Подставные. Ну, пока вот как бы основная часть, такая первой очереди, сделана. Значит, что еще? Дверь у нас будет... Дверь у нас будет вот здесь, потому что здесь самый нижний уровень. Вот. Можно было бы дверь сделать вот в этом углу, но мне не хочется, чтобы, когда заходишь, чтобы за шиворот капало, что будет скат. Вот. А вот здесь вот я планирую, ну, а-ля такой лаз. Не знаю, что это, такая маленькая дверь, как у Алисы. Зазеркалье. То есть для загрузки каких-то габаритных предметов. Не знаю, доску там загрузить, там еще что-нибудь. То, что с той стороны, видите, забор. Там такие вещи не подлезть. Ну, в общем, ужас с ежом приходится скрещивать. Можно было бы здесь дверь сделать, но здесь тогда просто полноценную лестницу делать. Мне не хочется. Постоянно по ней карабкаться, то есть делать крыльцо здесь какое-то, я пока не хочу. Так, продолжаем. Значит, ну вот все, смонтировал я все обвязки, уже укосины, все, и убрал временные укосины, за исключением вот этих вот средних. Сейчас, ну я как говорил, они будут до момента монтажа стропильной системы. Потом я их уберу. Значит, ну, в принципе, каркас готов. Все, можно приступать дальше к стропильной системе. И еще, ну, мне, конечно, все-таки зудит насчет укосин. Сейчас, конечно, пошла мода их не делать. Мода эта дурная,
сразу хочу вот свою позицию обозначить. Можете не соглашаться. Мне, в принципе, без разницы. Это же ваша жизнь. Делайте, что хотите. Ну, просто против здравого смысла не надо идти. Пошла сейчас дурная мода против укосин. Я вам хочу сказать, что укосины это, ну, если не самое главное, то такой важный очень элемент. Значит, здесь у меня были старые доски, ну, уже какая-то сороковка, ну, она хотя какая-то сороковка-пятидесятка, ну, такая прям толстая сороковка, 40 на 150, вот на 3 сторонах. Я из них сделал укосины, и вот еще здесь вот, видите, такая старая доска, и вот там тоже 50 на 100. Но я исходил из того, что, ну, боковые, естественно, 40 на 50 укосины, и вот с этой стороны тоже 40 на 50, потому что основной ветер вот оттуда, северный, это северная сторона, вот короткая, это северная сторона, основной ветер оттуда. Ну, как бы вот я из этих соображений исходил. Значит, ну, что касается монтажа укосин, ну, вот я хочу, вот так она, в принципе, впиливается. Это, ну, как бы сказать, не то, что идеально, но правильно вписанные укосины. Доски эти вертолетные, то есть никуда их использовать больше нельзя. Ну, но укосины вполне пойдут, ничего страшного. Значит, если укосину не получается упереть в стойку, вот как здесь, видите, то есть расстояние между стойками здесь 1,5 метра, чтобы не городить херобору 1,5-метровую. Ну, я имею в виду, что укосина, конечно, будет уже 2-метровая. И ни к чему это. Я вот таким способом вышел из положения. То есть обычный кусок доски. Ну, конечно, в идеале там брус. Ну, и это тоже сойдет, ничего страшного. Главное, чтобы она ее не сдвинулась. Поэтому, видите, я саморезом прикрутил. Ну, любители гвоздей, конечно, но дело хозяйское. В этом смысле мне саморезы больше нравятся. Вот, потом все укосины, естественно, фиксируются саморезами. Да, все за сверливанием, чтобы ничего не треснуло. Ну, там делать, не делать, это дело опять хозяйское. Все, то есть вот со всех сторон укосины. Да, вот, давайте еще покажу, где, я говорил, будет дверь. Вот здесь вот планируется дверь. Вот эта вот средняя обвязка будет разрезаться, пока она еще... Да, значит, я все прыгаю. Еще насчет укосин. Укосин. Значит, как они монтируются. Ну, может быть, просто кто-то не знает, потому что информация, в общем-то, все как-то, видите, стараются, сейчас такая мода пошла, но она правильная, когда у вас там бригада из 4 человек, стенку собирать на основании и потом просто ее поднимать. Это технологически правильнее, но я так не делаю, видите, потому что я один. Поэтому я вот делаю не так. Так вот, прислоняется доска, ну, естественно, большего размера. Ну, прижимаете ее и очерчиваете. Видите, сейчас я временные укосины убрал. Но вот эти временные укосины не должны мешать этой доске. Если они мешают, тогда надо, ну, ниже, выше, там это уже как удобнее это переколотить, не снимая старых укосин, временных новые, а потом те отколотить. Вот, и еще, вот видите, ну, косякнул, конечно, это не без этого. Знаете, как говорится, кабы не клин да не мох, то и плотник бы сдох. Это у меня покойный дядя так говорил. Ну, ничего страшного. Вот такой клиночка подбиваете, если где-то ошиблись. Вообще лучше чуть с запасом. Лучше потом подрезать. Ну и, как говорится, кто без греха, собирайте камни. Все, дальше стропила. Так, ну что, продолжаем. Значит, теперь время стропил.
Значит, стропила у меня из доски 40 на 150. И распорки, растяжки, как там правильно называется, ригели. В общем, верхние из доски, из той же самой доски 40 на 150, ну, остатка, обрезок. Нижняя из доски 40 на 100. Соединены на болтах, а верхний треугольник там на саморезах из листа ОСБ-12. Значит, ну, поскольку я один, конечно, я тут немножко хлебнул. Но все равно я нашел выход, потому что нельзя быть инженером и при этом не решать задачки такие злободневные. Значит, что я сделал? Вот видите, вот к этой стойке я прикрутил какую-то старую доску. И с той стороны, сейчас там за лесенкой посмотрим, вот то же самое. Я с одной стороны покажу, потому что там аналогично. Все, и вот к ней я первым делом прислонил стропилу. Значит, в стропилах у нас, ну вот, видите, вот такой вот вырез делается. Это стропила там через следующее, я там немножко ошибся. Вот, в общем, надо будет немножко подправить. А здесь, ну, в общем-то, сейчас, ну, в общем-то, и вот я прислонил, значит, с одной стороны выставил по уровню и прикрутил ее там саморезом, чтобы она не шлепнулась куда-нибудь. Значит, там точно так же сделал. Потом пробросил доску, вон, видите, гвозди. На гвоздях, короче, поднял доску и прикрутил ее саморезами. Это такая пока временная стяжка для всех стропил. Потому что когда я их буду поднимать, чтобы они не шлепнулись, опять же, я один, держать мне некому, они упираются в доску, ну и вроде как стоят. Значит, идем дальше. Ну, для того, чтобы делать стропила, мне пришлось изобретать, как обычно. Вот видите, такой угольник сделал, потому что никакими стандартными инструментами прямой угол здесь не получите. Ну и можно только высчитывать всякие гипотенузы, мне лень. Проще он такой вот угольник сколотить. Это гораздо проще. Сейчас еще рано, я пока не хочу шуметь. Сейчас заводить пилу, поэтому пока вот есть немножко времени, вот я ее снимаю. Значит, основная сложность у меня была, ну, опять же, возвращаюсь, я один, все делаю в одного, это подъем стропил. Они довольно тяжелые, значит, вот видите, вот лестница стоит, вот среднюю стропил я поднимал с лестницы. Но потом я нашел все-таки способ, как не превращать работу в аттракцион смертельной опасности. Значит, здесь вот ставится строительная табуретка. Ну, я сейчас она, ну, вот она. Там ложатся доски, на нее ставит строительная табуретка. И вот нормально вот с табуретки стропила ставится. То есть это, по крайней мере, больше уже не настолько опасное предприятие. Потому что так вот качнешься вправо-влево и дальше даже думать не хочется. Так что вот, ну, плана не хочется строить. Ну, в общем-то, конечно, план может быть сегодня все-таки со стропилами закончить. Смонтировать стропила, и если прям совсем получится, то смонтировать укосины на стропилу, чтобы у нас стропильная система стояла жестко. А потом уже там завтра, когда начать обрешетку, и может быть сразу и, ну, в общем, дальше посмотрим, дальше будет видно. Всего, значит, здесь планируется 9 стропил шагом 72 сантиметра. Так что вот так. Да, ребята, одному, конечно, тут это одному. Ну, что делать? Так, продолжаем. Все, значит, смонтировал я все стропила, все 9 штук. И
укосины 4 штуки. Вот, видно. И убрал вот эти вот временные стойки. Все, теперь конструкция, в принципе, ну, плюс-минус жесткая. Все, дальше обрешетка. Ну и вот в планах покрыть профнастилом. Пока вроде все получается, а там как Бог даст. Ну все, продолжаем. Так, продолжаем. Значит, закончил я обрешетку. Обрешетку у нас с доски 25 на 150. 5 штук. Значит, поскольку у нас 6 на 3 дом, естественно, доски 6 метров не хватает. В общем, я делал в разбежку на стыке стропилины. Но потом засверливали, там косыми шурупами присверливал. Все, дальше приступаем уже к кровле. Надо будет бруски здесь на подшиве прикрутить. И дальше уже кровля. Все, продолжаем. Так, ну все. Значит, смонтировал я профнастил. Не все получилось гладко. Вот эта вот стенка, получается, восточная, немножко уехала вниз. Но так получилось. В общем, западная уже нормально. Я там подложил брусочек под опорную трубу. В общем, там ровненько получилось. Ну и в целом она немножко у меня из-за смещения стропил. Вот сейчас. Вот здесь вот такая она вогнутая получилась. С той стороны чуть-чуть выпуклая. Ну, чуть-чуть, но это вчера на конек завязал. Смотрел. Ну, как смог, короче, как смог. Все, дальше ветровые и конек. И на этом пора заканчивать. Так, ну все, закончил я с кровлей. Ну и на этом пока все. В общем, одному, конечно, хреново. Местами я ошибся, местами, значит, это поцарапал, потом будем подмазывать. Ну, что могу сказать, парни? Одному никому не рекомендую. Ну так вот есть. Что буду баню строить, если здоровье, деньги позволят, то лучше, конечно, нанимать. Или кого-то просить. Одному, конечно, тяжко. Ну ладно. Всем удачи.